Всем привет! Вы на канале Основы ремонта, и сегодня вот обзорчик такого инструмента. Это специальный инструмент для шлифовки шпаклевки. В простонародье называется жираф. Модель этого жирафа ASPRO C8. Есть еще такой же C8, только здесь идет уже с диодной лентой, с подсветкой сразу. Там, по-моему, на пару тысяч он дороже. Я его не взял не потому, что он на 2000 дороже, а просто я общался с ребятами, у которых есть диодные ленты. Ну, сказали, что тяжеловато в темноте, то есть когда помещение затемнено, окна заклеены, все заклеено. И вы шлифуете, чтобы было лучше видно шпаклевку. Тяжело смотреть на этот цвет. У вас здесь пятно световое, скажем так, и оно слишком ярко, и устают глаза на него смотреть. Поэтому я взял бездиодные ленты. Я всегда пользуюсь только боковым светом. Ставлю фонарь, он светит вдоль стены, и все прекрасно шлифуется, и не устают так сильно глаза. Пробовал шлифовать я шпаклевку как и более дешевыми моделями, так же и дорогими, такими как, допустим, Festool. Но по правде вам сказать, Festool со своими ценами, наверное, я никогда себе не приобрету, потому что считаю, что за 100 тысяч купить себе шлифовалку, ну это, по крайней мере, для меня это глупая покупка. Я работал им, разница, конечно, есть, но она не такая критичная, чтобы была такая разница огромная в цене. Когда-то стоила дешевая шлифовалка, там за 10 тысяч можно было купить, или вообще за 7. Но она точно так же выполняет свою работу. Хочу вам сказать о том, что, в принципе, не важно, каким аппаратом вы будете работать, там главное получить результат. Здесь уже дело, знаете, такой примитивный пример, то же самое, что ездить там, допустим, на Мерседесе или на Жигулях. Едет машина, вас доставит с точки А в точку Б, что одна, что вторая. Только вопрос в том, с каким комфортом вы доедете. Точно так же в работе. Хорошим инструментом вы будете работать без проблем, комфортно, отработали, сделали работу, аппарат целый, не сломался, все хорошо. Более дешевый аппарат может просто вам доставить каких-то проблем. Будет где-то там задиры оставлять, либо же просто там сломается те же самые, допустим, регулировка оборотов, выключатель, включатель, не знаю, кабель может там обломаться, мотор сломается. Ну вот только такие вот вопросы. Поэтому купил я себе вот этот ASPRO, ни капли не пожалел. Я его брал, по-моему, за 32 тысячи пару лет назад. Сейчас я не знаю, сколько он стоит, можете посмотреть в интернете. Для работы вам понадобятся вот такие шлифовальные диски. У меня тоже здесь все от компании Festool. Да, сейчас еще раз просмотрю. Да, все фестуловские. Они у меня разнокалиберные, есть от 320 до, вот допустим, есть 36 градация. Она нужна мне была когда-то, допустим, пошлифовать штукатурку цементную, либо цементную стяжку надо было шлифануть, были такие моменты. Вот тоже с этим хорошо справляется. А так разные. Вот даже 40-я, 60-я, 80-я, ну все градации через 20, допустим, до 340-й. Вот у меня самая маленькая 340-я. Здесь я специально накосячил, напортачил вот такой кусочек стены, чтобы показать вам, как справиться с этим вот этот вот жираф. Остальные все стены я уже зашлифовал, сам процесс я вам не снимал. Я думаю, смысла нет, все шлифуется очень быстро, качественно и хорошо. Есть небольшой нюанс как бы в работе с этим аппаратом. К нему желательно приобрести пылесос. А это уже еще в 2 раза дороже, чем, допустим, тот же самый жираф. Если у вас хреновый пылесос, я думаю, вам не понравится с ним работать, потому что у меня есть дешевый пылесос там за 10 тысяч рублей. Он не справляется со шпаклевкой. Его буквально там поработал минут 15, его забивает. Вы просто замучились менять мешки, выбивать пыль, поэтому только если у вас будет хороший жираф, к нему будет отличный, хороший пылесос, только в этой связке вам понравится работать с этим аппаратом. Просто без пылесоса пыли будет столько, что вам просто через 15 минут в комнате будет не видно ничего. В конкретной модели ASPRO C8 здесь регулировка оборотов есть. Тоже нужная, в принципе, вещь. Где-то вам не нужны большие обороты, меньше сделали, деликатно шлифанули. Еще он выдвигается ручка. Вот она ручка отдельно. Вот, допустим, вот до такой длины. Это нам дает то, что мы можем шлифовать спокойно потолки. Я думаю, на камеру не видно высота потолка, но 2,70, 2,50 можно спокойно работать, но желательно с разгрузкой. Разгрузочный пояс надо иметь, потому что в руках вот так держать его будет вам совсем неудобно. Разгрузку купили, поставили на разгрузку и шлифуете потолки. Тоже хорошая вещь. По поводу стен,
Что касается шлифовки под обои, там же нам не надо прям идеально там все выглаживать. Это вообще милое дело. Скорость шлифовки под обои, например, просто самый минимум вам скажу, раз в 10 быстрее, если не больше. Я просто специально не засекал время. Руками вы будете шлифовать или машинкой? Ну, машинка это просто мгновенно. Вы просто раз ведете, она сразу чистит. Если кто-то не работал, кто-то не видел, что такое жираф, вот я вам рассказывал. Еще есть небольшой нюансик. Вот здесь я по периметру наклеил скотч. Скотч это не бумажный. Скотч этот вот такой ПВХ для, допустим, штукатурных работ. Он такой, как прорезиненный. Просто бумажный скотч, он быстро выходит из строя. Будете просто чаще отвлекаться на то, чтобы переклеить этот скотч. Взяли скотч ПВХ, наклеили. Это нам дает то, что дополнительно усиливается вакуум, то есть прилипание к стене, и меньше пылит тогда. Да, конечно, потребовал какой-то доработки, но я как бы работал и без скотча раньше, просто попробовал со скотчем, мне больше понравилось. Тоже вот раз наклеил на объект, мне вот этого ПВХ скотча хватает вполне. Кстати, кому интересно про вот эту Makito, просто плюсаните, поставьте лайк. Я, может, сделаю обзор на этот пылесос. Очень хороший аппарат, я просто не нарадуюсь. Уже тоже пару лет он у меня работает, просто шикарно. Как ни старался я покороче сделать видео, все равно получилось длинным. Ладно, на этом все. Про технические характеристики я сейчас рассказывать вам не буду. Вы просто сами откройте интернет и почитайте. Здесь никаких проблем нет. Но сейчас ближе к теме я все-таки хочу показать, как он работает. Я поставил здесь погрубее 120-ю наждачку фистуловскую. И покажу вам, как это все делается аппаратом. Сначала покажу поближе, чтобы ни у кого не было сомнений, что здесь на самом деле борозды такие большие, миллиметра по 3 есть глубиной. Вот полоски, я просто шпателем их нарезал. То есть, ну, серьезные такие погрешности на стене. Сейчас попробуем их шлифануть. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. Сами все прекрасно видели, как со шпаклевкой справляется жираф. Ну сколько у меня ушло времени на это? Минута, наверное, от силы. И насколько была корявая стена. Вот еще момент, вот эти все пятна. Это проявляется уже штукатурка. Почему это так происходит? Потому что плоскость, тарелка у нас диаметром 220. Это значит то, что она шлифует плоскость. Вот эти все бугорки, это значит, где штукатурка в этих местах, где-то немножко там микроны какие-то выступают. Такая поверхность уже готова под обои. Если я делаю стены под покраску, я вот точно так же делаю. Первый слой на штукатурку я наношу как бы стартовый, базовый, LR плюсом витонит. Потом я это все шлифую, создаю плоскость идеальную. И уже по этой плоскости вы финишем просто на сдир проходите шпаклевочку. Потом я уже даже жираф могу не использовать. Я просто терочкой аккуратненько где-то прошел, где у меня какие-то наслоения есть. И все. И стенка уже будет готова под покраску. Как всегда, по традиции за видео ставим лайк. Всем пока, хорошей работки. Скоро увидимся.